нас сегодня важное событие. Мы собираемся на такую как бы пресс-конференцию для того, чтобы обсудить и поговорить, обозначить и подумать, что делать с очень важными проблемами, как мы считаем, которые назрели, которые нам хочется вместе с вами подумать, как их можно решить. И я бы разделил нашу встречу сегодняшнюю на на две темы. Первая тема, собственно говоря, это сам концерт, благотворительный концерт «Признание в любви», который состоится 2 апреля в Доме музыки и который проводит благотворительный фонд «Артист» совместно с Международным фондом благотворительным Владимира Спивакова. Официальный партнер концерта компания «Бриге». Помогает ее делать продюсерская компания «Вандерлофт». Мы делаем этот концерт в 3-й раз. И 2-й раз это мы делаем вместе с Владимиром Теодоровичем Спиваковым. Цель нашего фонда изначально была помогать, безусловно, нашему цеху, поскольку он ближе к нам, это пожилым артистам, ветеранам театра и кино, то, безусловно, признание в любви этому поколению, на котором многие мы выросли, и не только мы, мы артисты, но имеется в виду и многие зрители, и должны быть благодарны. И та несправедливость, которая происходит, и то, что часто эти люди брошены, никому не нужны, и влачат свое существование, или вынуждены участвовать в каких-то немыслимых, непотребных их имени и тому, что они делали в жизни, каких-то спектаклях, или неважно. Мы хотим поддержать и быть вместе в этот вечер с ними. В основе всего лежит человеческое призвание. Я имею в виду призвание не в том смысле, что один призван быть артистом, другой призван быть футболистом, третий художником и так далее. Я имею в виду призвание в духовном смысле. Именно человеческое призвание в духовном смысле, как ответственность перед людьми. Собственно говоря, лучше, чем в Евангелии об этом написано, что каждый должен нести из своего сокровища все самое лучшее, что у него есть, не скажешь. И я думаю, что вот все, кто принимает участие в этом концерте, они действительно несут все самое лучшее, что есть. Наш фонд создан уже 3 года назад. И на основании этих 3 лет, уже по опыту и по практике, у нас образовалось... Сейчас мы это называем программами. 3 программы. Основные, но это не просто программы, это надобность, которая исходила непосредственно от наших ветеранов, от людей. То есть мы основывались на том, что нужно людям. А потом уже возникали, потому что изначально не было ничего, не было ни организации, было ничего вообще. Была только наша инициатива и понимание того, что мы не можем оставить этих людей, а это достаточно большая армия людей. Это наш ближний круг, наш профсоюз, можно сказать, да? Потому что у каждого человека есть семья, есть близкие люди, и когда они страдают, безусловно, мы приходим на помощь. Наш профсоюз, он, конечно, шире, чем просто семья, но это все равно наша большая семья. И исходя из надобности, действительно того, что им нужно, конкретно им, не нам, образовались несколько программ нашего фонда, по которым на протяжении 3 лет мы пытаемся найти средства для того, чтобы обеспечить этих людей вниманием, прежде всего. Потому что все складывается из очень простых вещей, которые... Такое есть общее понятие внимания, когда люди не безразличны друг к другу. И вот за эти 3 года, эти 3 программы, хотелось бы к ним вернуться. Первая программа – это очень просто. Это элементарные подарочные сертификаты, которые обеспечивают на протяжении года возможность человеку заказать лекарства на дом, да, позвонить по телефону и, находясь в любом состоянии, заказать эти лекарства, чтобы их привезли с доставкой на дом, естественно, бесплатно по этому сертификату. Вторая программа тоже очень важная. Мы ее называем «Касса взаимопомощи». Что это означает? Это звонки. То есть мы поняли в какой-то момент, что у людей должно быть место
должен быть телефонный номер, по которому они могут позвонить. Они не будут стесняться позвонить. И они будут понимать, что этот телефонный номер и эта организация созданы непосредственно для того, чтобы решить их проблему. И третья программа, которая оказалась тоже достаточно востребованной, не то что востребованной, а просто очень нужной людям. И вот мне буквально несколько дней назад звонили несколько пожилых артистов, которые искренне благодарили за то, что я даже немножко растерялась, потому что мне казалось, что нужна какая-то действенная помощь, нужно там какие-то деньги, помочь, лекарства и то-то. А вот эта третья программа, она оказалась действительно очень нужной, настолько, насколько даже, может быть, мы не ожидаем этого. Это поздравления и знаки внимания в течение года. Когда мы говорим об артистах, мы забываем о том, и не надо стесняться об этом говорить, что пока артист у нас в стране работает, он способен себя прокормить. Если он больше 2 месяцев болеет, ему жить не на что. Я с этим сталкивался несколько раз в жизни, на конкретных примерах, когда человек, который всю жизнь был нашим кумиром, а лекарств, когда он заболел, купить было не на что. Кто еще постеснительнее, те умирали в безденежье. Обычно, когда умирает американский артист, то еще через какое-то время проводят аукционы по распродаже его имущества, недвижимости. После наших артистов остаются только долги. Долги за квартплату 3-копеечные. И отсутствие тех средств, которые, может быть, помогли бы ему прожить. Это ужасно грустная и стыдная история. Мы все с вами отлично знаем в любом возрасте, что нет ничего страшнее, чем одиночество, не знаю, 4 стены, в которых ты заточен, и молчащего, бесконечно молчащего телефона. Не дай бог, у кого-то случаются такие минуты. Но когда наступает старость и телефон смолкает навсегда, вот это страшно. И страшно, когда тебе не звонят. И действительно, это люди, которые достойны внимания, которые всю жизнь проводили так, что они были обласканы, они были любимы, они купались в ощущении, в самореализации, в ощущении восторга и так далее. И вот в какой-то момент, так складывается жизнь, все это уходит, и уходит все дальше и навсегда. И мы стараемся подарить нашим ветеранам вот такую возможность реализации. Нам часто задают вопрос, как вы объединили такие разные программы, старики пожилые и дети-инвалиды. На самом деле это очень естественно. Объединили мы их по очень простому принципу, что это самые 2 нуждающиеся армии в нашей стране. Одни только сироты, которые оказались ими в детстве, а другие сироты, которые оказались ими в старости. И старики, и дети, у которых есть проблемы физические, психологические, они, естественно, нуждаются в наибольшем внимании. И, правда, помочь всем невозможно, но мы можем играть роль некого рупора, фонд, который может говорить о проблеме и призывать через разные средства. Мы сделали совсем недавно выставку «Жизнь движений», показав этих детишек с нарушениями физическими разными, показав их, что они могут делать, несмотря на. То есть мы говорим о самом страшном, что существует и у стариков, и у детей. Это изоляция, социальная изоляция. Если бы эти дети, которые закрыты в детских домах для детей с нарушениями теми или иными, могли бы выходить, это была бы для них совершенно другая жизнь. И вот мы пытаемся открыть им эту дверь, чтобы они могли сделать шаг за пределы детского дома. Мы назвали программу «Хочу ходить», но она на самом деле гораздо больше, чем просто помочь ребенку встать на ноги, если у него нет ног и нужны протезы, а разбить вот эти стереотипы, открыть дверь, чтобы эти дети могли шагнуть в нашу жизнь.